Вот сюда мы поставим вот такую вот защитку. Вот она. Видите, это будет как экран закрывать вот эти все тут ошметки эти. Мы их оставим, не будем, конечно, удалять. Это шумоизоляция, шумотеплоизоляция. Вот, но чтобы оно от выхлопа не горело, мы поставим сюда экран. На экран вот так вот получился. Крепится он на заводские болты. Ну, вот так вот получилась заводская защитка. Тут алюминий местами уже старенький испортился. Пришлось такие большие шайбы взять из нержавейки. Ну, вот так вот. Ну вот, собственно, по выхлопной системе вот так как получилось. Смотрите, вот это крепление, оно очень важно. У основания турбины оно держит весь выхлоп, чтобы не передавалась вибрация на турбину. Это очень важно. Дальше у нас идет вот гофрочка, это от трубы визгейта. Дальше объединяется в две шестидесятки. Вот тут вот крепление вы видите, это к коробке я сделал, но очень неплохо. Потом две шестидесяточки идут. Вот эти крепления я сделал на заводские резиночки, чтобы по центру глушителя, ну, не висел, не болтался, а вот на резинках был. Ну и пошло дальше две шестидесятки прямотоком в прямоточный выхлопной глушитель, скажем так. По звуку сейчас вы услышите. Ну, вот такой вот звук получился у глушителя. Ну а дай там 2000 каких. А закрой форточку. Ну вот закрытым форточкой в салоне. Широкополосная лямбда стоит сантиметров на 40. 30-40 от турбины. Проводочек идет туда наверх. Там вот клипса, чтобы он не отваливался и не переплавился. Ну, собственно, по выхлопу она закончена. По охлаждению вот будем использовать вот такой радиатор. Это от М3. Вместо вот этого вот 320, 318, 328 чуть больше, но все равно надо ставить этот. У этого нету бачка, поэтому надо вот внешний бачок нам. И защитка вот эта, кожух, он идет от М3. Ну и все, по охлаждению будет решен вопрос. Ну вот, собственно, какая беда у меня произошла. Установил я вот такой радиатор. Радиатор этот был после небольшого, так сказать, ДТП, поэтому потек. Смотрите, ребята, заказал аналог недорогой. Ну, не аналог, а эмочный радиатор. Сейчас посмотрим, что это, расскажу вам. Радиатор у нас такой. Это радиатор для автомобиля М3 и 325 ТДС. Они там одинаковые. Контора НРФ. Я почитал, это достаточно старая контора. Они находятся... Я не буду вам врать, погуглите, но европейская контора, короче. Так, что тут могу отметить? Он идет, видите, с датчиком температуры. Там стандартные входы, выходы, как говорится. Ну, сейчас поставлю, посмотрю, как он вместо Бехера. Вот это стоял Бехер Hella. По стоимости, смотрите, этот стоит 130 долларов. К примеру, Бехер стоит около 650 рублей. Это 300 с лишним баксов, понимаете, в 2 раза дешевле. Ну, я не знаю, как по качеству, но будем ставить и ездить, как говорится, так. Но отличия каких-то не заметил. Ну, визуально вам скажу, ну, неплохо сделан тут, как бы, может быть. Не хуже даже, чем вот Бехер. Этот потек, почему, смотрите. Вот, от удара отпечаталась вискомуфта.
мотор слетел с подушек просто. И испортил радиатор. Этот уже ставим. Я думаю, будет в порядке он. Вот какие отличия. Тут вот стальная втулочка, видите, в пластике. Тут такого нету. Ну, если сильно тут не надо зажимать, все будет работать. Но тут есть поддатчик, видите, температуры, а тут нету заглушечка. Ну, не заглушечка, а вообще ничего нету. Ну, а так, в принципе, неплохой радиатор, мне кажется. Ну, стал, значит, радиатор без единого вопроса. Чтобы установить этот радиатор, вам надо внешний бачок. Вот у дизеля и тут стоит. У нас тут, видите, уже не будет фильтра, потому что он, вот он, в бампере. Поэтому мы решили сюда поставить. В М3 ставится расширительный бачок прямо вот тут вот. Ну, собственно, можно заводить